Всем привет! Это SPL Lab, меня зовут Кирилл, и сегодня мы попытаемся с вами разобраться в одном непростом измерительном режиме, в режиме Delay Finder. Это режим для поиска задержек между каналами. Сейчас мы посмотрим, как он работает, и попробуем измерить задержки и разобраться, что это вообще такое. Запускаем программу, заходим в конфигурацию. Ставим на порту USB-ртометр. К слову сказать, это, в принципе, основной микрофон для замера задержек. Есть еще возможность измерять задержки шумомером USB Noise Meter, но он имеет низкий уровень чувствительности, поэтому можно измерять им только на очень высокой громкости. А для обычных систем, которые на средней громкости, на SQ, тогда лучше использовать и нужно использовать USB-ртометр. Все установили. Вот он, наш режим Delay Finder. Открываем его. Смотрим, что здесь такое. Запуск, остановка замера. Число каналов. Каналов у нас максимум может быть 2. Правый или левый. Соответственно, либо 1, либо 2. Синхронизация. Это установка входа синхронизации из аудиовходов, которые найдены в системе. Единица отображения задержки. Они могут у нас отображаться в миллисекундах, в метрах или в фазе, то есть в градусах. То есть, по сути, это просто представление одного и того же значения в разных величинах. Далее. Выходное устройство. Значит, для того, чтобы измерить задержку, программа проигрывает специальный тестовый шумовой сигнал. Проигрывать мы должны его через выход звуковой карты нашего компьютера. Соответственно, здесь мы выбираем, через какое аудиоустройство у нас будет проигрываться сигнал. Частотный диапазон. К этому мы еще вернемся, но здесь попросту мы указываем диапазон частоты, в котором у нас программа ведет замер. Временной сдвиг тоже мы еще вернемся, для чего это нужно. И цветовые банки, но это по аналогии с другими режимами, измеренные кривые мы можем обвести. Также, нажав на цветовой банк, мы обводим эту кривую. Нажав на галочку рядом на чекбокс, мы можем отобразить или скрыть ранее отображенную кривую. Также мы можем сохранить или загрузить во внутреннем формате эти данные, чтобы потом сравнить их с текущими замерами, допустим, на следующий день. И мы можем экспортировать эти данные в текстовый формат, чтобы работать с ними, допустим, в Excel. Это у нас кнопка для печати текущего экрана. Вот. Далее экран у нас поделен на 3 области. Первая область — это осциллограмма измеряемого сигнала, генерируемого. Далее у нас идет окно абсолютной задержки по каналам. И, то есть для первого и для второго канала. И дальше у нас уже самое нижнее результирующее окно. И это разница в задержке между правым и левым каналом. Теперь давайте посмотрим на схеме, как все это подключается. Итак, вот у нас типовая схема аудиотракта. Что у нас здесь есть? Ну, прежде всего у нас наше головное устройство. К нему через AUX мы подключаем выход звуковой карты нашего ноутбука, через который мы проводим замер. Также к ноутбуку по USB мы подключаем микрофон USB-ртометр Pro. Вот у нас динамики. Далее сигнал, который сгенерирован в программе, передается через линейный выход, через выход динамиков в головное устройство. После головного устройства он там обрабатывается, передается на процессор, если у нас есть в системе. И в конце концов он уже передается из процессора в усилитель. А усилитель его усиливает и передает на акустику. Возможно, через какие-то кроссоверы, фильтры и так далее. Проигранный сигнал уже измеряется микрофоном. Почему здесь нарисовано 2 линии? Это правый и левый канал. Измерение у нас происходит между правым и левым каналом. То есть схема работы следующая. Сигнал генерируется сначала для одного канала, слушается микрофоном. Потом также генерируется для второго канала и также слушается микрофоном. То есть это происходит последовательно. Далее
Программа берет и сравнивает сигналы с генерируемым эталонным сигналом и сигналом, который они услышали для каждого из каналов. Считает абсолютную задержку между моментом проигрывания сигнала из нашего линейного выхода и моментом, когда этот сигнал был услышан. Далее, после измерения абсолютной задержки для каждого из каналов, вычисляется разница между задержками. Также вы видите, у нас есть вход синхронизации. В программе для этого отдельно выпадающий список, в котором мы можем выбрать точку синхронизации. Если ее нету, то сигнал будет измеряться относительно внутреннего генерируемого эталонного сигнала. Но проблема в том, что в Windows всегда будет разница между моментом запуска и моментом измерения. Она всегда будет плавать. Поэтому без синхронизации абсолютную задержку измерить не получится. Получится измерить только относительную между каналами. Точку синхронизации мы можем взять любую из вот этих вот трех. То есть мы можем измерить сигнал, который у нас вышел из линейного выхода звуковой карты, и сразу же его запустить в линейный вход. И измерять уже задержку абсолютную для каждого из каналов относительно вот этой вот точки. Также мы можем взять точку между нашим головным устройством и между процессором и измерять относительно нее. Или взять точку между процессором и усилителем и синхронизироваться относительно нее. Надо понимать, что каждый из компонентов аудиотракта накладывает свою задержку. Процессор вообще это может делать по каким-то установленным параметрам. Вот это вот такая общая схема, как же у нас проходит сигнал из нашего компьютера через звуковой тракт в динамики, потом попадает в микрофон, и все это обсчитывается. Теперь давайте посмотрим, как это все работает в программе. Сейчас мы выполним замер без какого-то входа синхронизации, то есть у нас будет замер выполнен относительно эталонного генерируемого сигнала внутри системы. Итак, запускаем замер. Что мы здесь с вами видим? А видим мы здесь наглядную картину, как это у нас все здесь происходит. Значит, смотрите, вот этот вот зеленый, это сигнал эталонный, который внутри программа сгенерировала и относительно которого идет сравнение сигнала измеряемого. Соответственно, у нас две осциллограммы, две области отображения для каждого из каналов, для правого и для левого. Значит, вот зеленый мы видим, это сигнал, который был сгенерирован и который был проигран через звуковой выход нашего компьютера. Красный же сигнал – это тот сигнал, который проиграла нам акустическая система после всего звукового тракта. И как вы видите, здесь есть определенный сдвиг. Как раз таки это у нас есть задержка обработки сигнала нашей системы Windows и нашего звукового тракта. Здесь на вот этих вот двух экранах абсолютной задержки мы видим по частотам, какая задержка была для каждой из частоты. Здесь мы видим, что порядка 132 миллисекунд у нас была задержка на каждом из каналов. Соответственно, внизу мы видим разницу между правым и левым каналом. И она у нас равна нулю, потому что звук у нас, это синтетическая система, он у нас распространяется одинаково для правого и для левого канала. Здесь мы не используем вход для синхронизации, поэтому у нас сигнал, относительно которого идет сравнение, вот он зелененький, нам его хорошо видно. Значит, хочу здесь такой момент подчеркнуть. При измерении смотрите на амплитуду сигнала измеряемого. Если она будет слишком маленькая, то измерения будут неточными. То есть вам нужно добиваться, чем больше амплитуда измеряемого сигнала, в разумных пределах, тем
лучше. Значит, основная проблема с измерением относительно эталонного сигнала состоит в том, что вот эта вот абсолютная задержка для каждого из каналов у нас будет немножко плавать. То есть, если мы сейчас видим 132, мы делаем еще один замер тестовый и смотрим. 118 уже, то есть в системе ничего у нас не поменялось, мы сделали просто один замер за другим, но из-за того, что система Windows работает не в реальном времени, она может накладывать различную задержку. И в данном случае получилась разница в 20 миллисекунд, что очень много для измерения, и поэтому относительно эталонного сигнала без синхронизации говорить про значение абсолютной задержки нет смысла. Поэтому в таком случае нам нужно смотреть только на нижний график. График разницы задержки. Вот он у нас по частоте идет. Как я сказал, мы можем вот обвести, сохранить цветовые банки, отобразить, скрыть и сохранить, загрузить или экспортировать. Так вот, а теперь давайте включим вход синхронизации. Что мы теперь видим сразу же? У нас фоновый сигнал, вот этот, который генерируемый у нас звуковой картой, стал желтого цвета. Это означает то, что используется не эталонный сигнал синтетический, а используется реальный сигнал, который был получен на линейный вход звуковой карты из любой точки, какую мы хотим. В моем случае это сразу же точка выхода из звуковой карты компьютера. То есть здесь мы получили уже точные значения, которые у нас не будут меняться от замера к замеру. Это нам дает возможность проводить измерения даже в одноканальном режиме, когда мы имеем только один канал, и мы можем точно сказать, что абсолютная задержка между моментом, когда мы услышали сигнал через линейный вход, и моментом, когда этот сигнал у нас был услышан уже микрофоном, вот он у нас будет точный. То есть мы можем сказать, что абсолютная задержка между точкой выхода сигнала из звуковой карты и моментом его прослушивания микрофоном у нас будет точной и не будет меняться. В данном случае она у нас порядка 80 миллисекунд в зависимости от частоты. Ну, оставим два канала. И попробуем с вами сейчас посмотреть, как же это у нас все можно использовать для настройки системы. Вот у нас схематическое изображение аудиосистемы в автомобиле. Что мы здесь видим? Итак, на водительском сидении у нас точка прослушивания. Здесь у нас установлен микрофон, который капсулем направлен у нас в потолок, чтобы со всех сторон замерять сигнал. Слева и справа у нас трехполосная акустическая система с мидбасами, среднечастотниками и твиттерами с указанием каждого диапазона частот. Сзади в багажнике у нас сабвуфер. Это типовая схема. Естественно, если вы измеряете домашнюю акустику, у вас будет расположение, скорее всего, другое. То есть у вас будет расстояние от правого и от левого канала до точки прослушивания, скорее всего, одинаковое. Сабвуфер может быть где-то там спереди. Но это не важно. Главное, что здесь мы сможем разобрать, как же у нас звук попадает в точку прослушивания. По сути дела, чем у нас источник звука расположен дальше от точки прослушивания, тем ему, естественно, требуется дольше времени, чтобы в нее попасть. Поэтому сабвуфер у нас в данной ситуации находится на самом большом расстоянии. Он у нас находится в багажнике. Дальше у нас находится по удалению это правый канал. И ближе всего у нас к точке прослушивания находится левый канал. Наша задача состоит в том, чтобы добавить задержки
в данном случае в правый и в левый канал, чтобы сигнал от сабвуфера, от правого канала, от левого канала приходил в точку прослушивания одновременно. Каким образом это можно сделать? При измерении задержки, допустим, мы один из каналов звуковой карты подключаем к моноблоку и генерируем, допустим, левый канал через усилитель сабвуфера. Второй канал, правый, мы подключаем к мидбасу. Почему к мидбасу? Потому что у нас есть пересечение по частотам. Мы видим, что сабвуфер у нас может играть до 120 Гц, а мидбас от 100. Таким образом, мы можем на диапазоне от 100 до 120 Гц измерить задержку между сабвуфером и мидбасом. Вне этого диапазона измерить задержку у нас не получится, потому что либо один, либо второй у нас динамик играть просто-напросто на этих частотах не будет. И еще один очень важный момент. Когда вы будете проводить эти замеры, вы можете немножко распустить фильтры, но ни в коем случае их полностью не отключайте, потому что генерируемый тестовый сигнал, он на всем слышимом диапазоне. И можно просто-напросто, если не включить фильтры, можно испортить акустику. Поэтому распускаем фильтры, немножечко мидбас делаем поменьше, то есть от 100, может от 90, сабвуфер чуть-чуть поднимаем. И чтобы у нас была общая полоса частот, в которых будут играть оба источника, оба динамика, чтобы микрофон их мог услышать и сравнить между собой. И еще раз надо сказать, что для измерения относительной задержки между каналами нам даже не нужен вход синхронизации. Мы можем просто измерять относительно эталонного сигнала, потому что абсолютная задержка нас здесь не интересует, интересует именно разница задержки между каналами. После того, как вот сюда мы добавим некую задержку, чтобы сигнал от мидбаса приходил с такой же задержкой, как приходит сигнал от сабвуфера, мы можем сказать, что мы выполнили синхронизацию сабвуфера и мидбаса. И у нас получится, что дальше мы можем уже синхронизировать относительно мидбаса. Что мы можем сделать? Мы можем синхронизировать, измерить задержку между среднечастотником и мидбасом, потому что они также у нас имеют общую полосу частот от 500 до 600 Гц. Это приблизительно. В ваших динамиках может быть по-другому, это для примера. Далее мы берем и измеряем задержку между среднечастотником и мидбасом и добавляем вот сюда вот задержку, чтобы сигнал от среднечастотника и мидбаса приходил в точку прослушивания одновременно. То же самое мы делаем между среднечастотником и твиттером в полосе частот от 2 до 3 кГц. Далее мы можем вообще сделать следующим образом. Либо провести такую же операцию по замеру задержки между мидбасом, сабвуфером, мидбасом, среднечастотником и среднечастотником и с твиттером. Либо замерить сразу же правый и левый канал между собой. То есть твиттер будет замерен с твиттером, мидрейндж с мидрейнджем и мидбас с мидбасом. Тогда мы сможем добавить вот сюда вот задержку, чтобы у нас сигнал с правого канала приходил одновременно с левым и одновременно с сабвуфером. В принципе, любой из методов, он рабочий, можно экспериментировать, можно делать по-разному. При замере сразу на всех частотах сигнал может смешаться между источниками, поэтому это менее четкие замеры, менее точные замеры, чем если мы делаем каждый динамик по отдельности. Вот, я надеюсь, эта схема понятна, что нам нужно сделать. То есть еще раз, так как у нас сабвуфер находится дальше всего от точки прослушивания, нам нужно на остальные источники добавить задержку в процессоре, чтобы удлинить как бы виртуально
расстояние, на котором находится у нас каждый из динамиков от точки прослушивания. То есть для этих замеров нам даже не нужен синхровход, мы его отключаем, делаем, допустим, отображение в метрах и еще раз запускаем замер, смотрим, что у нас в данной ситуации получается. Неважно, какая у нас абсолютная задержка, мы на нее не смотрим, мы смотрим на разницу задержки. Она у нас сейчас 0 на всем частотном диапазоне. А сейчас я искусственно добавил задержку на правый канал. И мы попробуем выполнить замер опять и посмотреть, что у нас получится. Итак, мы видим, что у нас появилась задержка на всем слышимом диапазоне. Она у нас равняется 3 метрам или 10 миллисекундам. У меня здесь это измерительный стенд, он работает на всем слышимом диапазоне. Нужно смотреть при реальных измерениях только тот диапазон, в котором у вас играют оба динамика. То есть мы можем его сократить, допустим, если мы измеряем сабвуфер и mid-range от 100 до там, 200 Гц и посмотреть, сделать замер только в этой области. И посмотреть внизу на задержку между каналами. Она равняется 10 миллисекунд. То есть, если бы у нас такое было в реальной жизни, чтобы ее нивелировать, нам нужно добавить задержку 10 миллисекунд на левый канал. И тогда у нас задержка опять станет между двумя источниками. Она станет равна нулю. И таким образом нам надо сводить каналы, как я показал до этого на схеме, между собой. Если же мы используем синхронизацию, то мы, допустим, можем оставить один канал, выполнить замер, и мы получили задержку для одного канала. Что она нам дает? Задержка между одним каналом, она нам дает вот сколько времени прошло между моментом, когда сигнал был проигран на компьютере, на выходе звуковой карты, сгенерирован там, выдан и прошел весь звуковой тракт и был услышан микрофоном. И в принципе вот здесь у нас, если получаются вот эти вот абсолютные числа, мы можем для каждой полосы, для каждого канала просто по одному замеру, по одноканальному замеру получить эти данные и также их скорректировать. Но это только с использованием входа синхронизации, потому что иначе, если мы вход синхронизации использовать не будем, у нас эта абсолютная задержка будет плавать и точных измерений не будет. Но если мы используем вход синхронизации, мы получим точные значения. Также можем сделать эту корректировку по каждому из каналов. Но опять же в самом простом варианте, чтобы ничего не придумывать с каналом синхронизации, мы просто без использования синхровхода делаем замеры, смотрим на нижний график, на разницу задержки между каналами. Режим непростой, в режиме нужно разобраться, нужно вникнуть, не надо спешить, проведите тестовые замеры. Обязательно, когда вы выполняете замер между динамиками с разной полосой, немножко распускайте фильтры, но ни в коем случае их не отключайте, потому что вы можете повредить динамики. И при измерении динамиков с разными частотными полосами нам нужно смотреть только на диапазон общий. Вне этого диапазона у вас просто будет мусор, потому что либо один, либо второй динамик у вас не будут проигрывать. Теперь давайте посмотрим, для чего нужен у нас вот такой вот ползунок. Это временной сдвиг. Давайте попробуем замерить. Сейчас я искусственно добавил задержку на оба канала. Смотрите, что у нас произошло.
у нас задержка оказалась очень большой. То есть у нас тестовый сигнал фактически уже вышел за область измерения. И поэтому такие измерения у нас уже считать корректными нельзя. Эта задержка у нас может возникнуть, ДСП так работает. То есть, допустим, у нас звуковой тракт вносит вот такую большую задержку. Между моментом, когда сигнал у нас вышел из звуковой карты компьютера, и моментом, когда его услышал у нас микрофон. Так вот, в этой ситуации мы можем по чуть-чуть добавить, вот мы добавим 0,2 секунды и попробуем измерить еще раз. Мы видим, что наш измеренный красный график уже попал в область измерения, в окно измерения, и такой замер уже можно считать валидным. Но для красоты мы можем еще чуть-чуть подвинуть, чтобы они у нас были близко друг к другу. Таким образом мы компенсируем фиксированное время задержки, который у нас возникает между выходом сигнала из звуковой карты и его реальным проигрыванием. Вот, опять же, это все видно визуально. Вот такая картинка, она хорошая. То есть, когда у вас есть смещение между эталонным сигналом и измеренным сигналом, но оно небольшое. И обязательно, чтобы у вас оба сигнала были слышны, были в областях. Потому что иногда бывает, что первого сигнала вообще нету, а он попадает во второе окно. Таким образом, тоже надо добавить еще смещение. Тоже этот параметр, то есть нужно добавлять, нужно измерять и нужно смотреть, как у вас сигнал выглядит. Обязательно визуальный анализ должен происходить при замерах. Еще хотелось бы пару слов сказать о типе отображаемых величин. То есть мы можем во времени, в расстоянии отобразить нашу задержку и в фазе. Вот на фазе, на градусах я хотел бы остановиться отдельно. Смотрите, у нас задержка по сути была постоянная на всем частотном диапазоне. Но после того, как мы ее отобразили в градусах, она приобрела вот такую вот интересную форму. И это уже у нас фаза-частотная характеристика каждого из каналов. Внизу у нас по-прежнему разница между каналами. Вот давайте, допустим, увеличим кусок от 5 до 5 кГц, от 500 Гц. И выполним замер еще раз и посмотрим, что у нас здесь получается. Вот такой вот у нас график. Это фазово-частотная характеристика ФЧХ. Здесь, даже несмотря на то, что мы знаем, что здесь у нас задержка постоянная во времени и, соответственно, в расстояниях, по частоте она будет вот так вот у нас быть между 0 и 360 градусом. Вот не удивляйтесь, изучайте, смотрите. Внизу у нас по-прежнему разница между фазово-частотной характеристикой правого и левого каналов. Ну, я надеюсь, что стало немного понятнее. Разбирайтесь, пробуйте. С вами был Кирилл, это SPL Lab. До новых встреч!